Сегодня, пожалуй, о самых сложных случаях, когда кажется, что проще убить, чем развестись. Когда уже никакой любви, внимания, заботе, поддержки и речи быть не может. Но даже это не самое страшное. Человек понимает, что никто не оценит, но тем не менее продолжает вкладываться. И вот этот режим ожидания и разочарования очень выматывает. Выматывает эмоционально, финансово, физически. И знаете, есть такая болезнь, когда человек в один день начинает болеть всеми болезнями. Эта болезнь называется созависимость. Так что же такое созависимость и как ее избежать? Дело в том, что там есть очень четкие этапы, логика развития вот этих отношений. И когда мы это все знаем, то мы можем этим процессом управлять и избежать многие вещи. Давайте разбираться. С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Дело в том, что человеку самостоятельно очень сложно разобраться, потому что он, во-первых, находится внутри ситуации, он эмоционально вовлечен, он страдает. А во-вторых, в психологии не существует такого четкого определения, что же такое созависимость. Потому что определений столько, сколько человеческих судеб. Можно даже сказать, сломанных человеческих судеб. Ведь в созависимых отношениях всегда вкладывается только один человек. А другой человек на шею сел, ножки свесил и еще жалуется, что, видите ли, его подавляют. Но он жертва. Но тем не менее, у жертвы есть очень большой бонус. Жертва никогда не несет ответственности ни за что. Поэтому она в состоянии жертвы, и она вечно недовольна. А вот созависимый, он вынужден все тянуть на себе, да, за всех отвечать. И вот это состояние напряженно вынужденной озабоченности жизнью других. И это ситуация длится не день, не неделю, не месяц, не год, а чаще всего десятилетия. И вот этот режим напряженно вынужденной озабоченности очень выматывает. И по концовке человек, он чувствует себя полностью раздавленным. Он полностью вложился в эти отношения, да, в другого человека и ничего не получил. Он проиграл. Поэтому результат, конечно, очень такой трагичный. Тем не менее, вот в этой ситуации не все так однозначно, потому что созависимость изначально это является здоровое, врожденное свойство нашей психики. И созависимость нужна как для развития личности, так и для развития отношений. Ведь все отношения, любые отношения, начинаются с созависимости. Это же влюбленность, да? Слияние души, притяжение тел. Но через какое-то время, в среднем через 3 года, созависимость безвозвратно уходит. И на смену приходит здоровое притяжение. Конечно, ощущения уже не те, но тем не менее, для того, чтобы иметь крепкую, здоровую, надежную семью, достаточно. Однако есть и другое мнение, что отношения развиваются, это когда вот мы любим друг друга все больше и больше. Вот прямо жить друг без друга не можем. Так вот, это не про развитие, а про деградацию отношений. Дело в том, что есть очень много хорошей литературы о том, как развиваются отношения, как они должны развиваться. Согласно теории Уайнхолдов, здоровые отношения проходят 4 этапа. Первый этап – это созависимость, да, влюбленность. Мне кроме тебя никто не нужен. Второй этап – это контрзависимость. Я хочу побыть одна. Ты нарушаешь мое личное пространство. И кажется, что так будет всегда. Но дело в том, что нам есть куда двигаться. Так вот, это самый сложный этап. И людям, понятное дело, хочется вернуться на предыдущий этап. Вот вернуться в состояние влюбленности и созависимости, к сожалению, невозможно. Поэтому здесь 3 варианта. Или пара застревает на этом этапе, и тогда их отношения развиваются по созависимому сценарию, или они расходятся, как в море корабли, или они переходят на следующий этап, который называется независимость. Мне от тебя ничего не нужно, мне не нужна твоя любовь, я хочу прожить свою жизнь. Но, как вы понимаете, это тоже не вечно так, не всегда будет, потому что на смену придет следующий этап, называется взаимозависимость. Когда человек говорит, знаешь, мне от тебя ничего не нужно, но с тобой так хорошо. А вот это и есть безусловная любовь. Мне от тебя ничего не нужно, но с тобой намного лучше.
А вот при созависимости человек говорит: я жить без тебя не могу, но вместе жить невыносимо. И здесь важный нюанс. Очень часто, когда человек находится в таких разрушительных для себя отношениях, чтобы хоть как-то себя утешить, он говорит: да, это вот про меня все, я без нее прекрасно справляюсь. У меня взаимозависимость, это не про созависимость. Но дело в том, что если бывший или бывшая не выходит из головы, и человек как бы сам себя съедает мыслями, то это про созависимость. Сейчас на примере Даши и Максима расскажу, как происходит развитие в созависимых отношениях. Итак, Максим парень серьезный и ответственный, но с девушками как-то не везло. Он всегда вкладывался в отношения, но отношения не складывались. Максим долго переживал, решался на новое знакомство, но поскольку для него отношения и семья были очень важны, он в какой-то момент времени решился и в интернете познакомился с Дашей. Даша ему очень понравилась. Она такая мягкая, добрая, уступчивая, понимающая, поддерживающая, ну и самое главное, благодарная. И в начале отношений они оказывали друг другу колоссальную поддержку, потому что оба страдали в предыдущих отношениях и собирались начать жить по-другому. Но как только они поженились, начались проблемы на ровном месте. И это несмотря на то, что оба искренне старались и хотели быть хорошим, идеальным, можно сказать, мужем и женой, но и тем самым заслужить наконец-то вот ту самую любовь. Но проблема в том, что вот в тот период ухаживаний до ЗАГСа, да, у них была действительно хорошая эмоциональная поддержка, но не было достаточного сексуального притяжения, чтобы их отношения после ЗАГСа начали развиваться по супружескому сценарию. Помните, я говорила, созависимость, да, влюбленность, слияние душ и притяжение тел. Слияние душ было, притяжения тел не было. Ну или недостаточно. Поэтому вот отношения, к сожалению, дали трещину. И вот на начале отношений они договорились обо всем договариваться. И они искренне не то чтобы кого-то пытались обмануть друг друга, а скорее самих себя убедить в том, что вот они женятся по любви. Но на самом деле они скорее так вот пытались себя убедить, да, что это хороший, разумный довод. И они договорились о том, что Максим будет заботиться, а Даша будет такая очень мягкая, заботливая и поддерживающая. И дело в том, что вот этот формат отношений, о котором они договорились, и вначале был слияние, да, созависимости, он работает от силы 3 года, а то и меньше. Так вот, когда наступил переломный момент, Максим и Даша, они не понимали, что происходит. Вроде бы ничего не изменилось, но растет какое-то напряжение. И тогда они начинают усиливать то, что не работает. То есть Максим еще больше заботится, а дальше еще больше ни за что не несет ответственности. Это вместо того, чтобы поменять способ. Это как начать громче кричать, вместо того, чтобы по-другому объяснить. Или взять там молоток побольше. Но, к сожалению, ни Максим, ни Даша не знали, что нужно менять формат отношений, да, а не интенсивность. И поэтому их отношения переходят на раннюю или первую стадию созависимых отношений. Ранняя стадия. Начнем с того, что для Максима семья всегда была очень важна. И Даша для него была своего рода мотиватором, ради которой хотела жить, что-то достигать. И он очень хотел, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Максим делал все, что было в его силах, чтобы быть нужным. Он основывался на логике и здравом смысле. То есть, если я буду хороший, то меня будут ценить, любить и никогда не бросят. Я заслужу любовь. Но проблема в том, что в отношениях законы логики как здравого смысла не работают. И поэтому чем больше Максим вкладывался, тем больше Даша отдалялась. И вначале она уходила к подружке или в тренажерный зал. А Максим, он чувствовал себя в какой-то мере обманутым, потому что Даша, получается, отдает свое время, внимание не ему, а вот куда-то на сторону уходит. Она там где-то ходит, да, ей там хорошо, вот он сидит дома, ему скучно, он грустит, он страдает. Он ей сказал, Даша его услышала, она перестала куда-то ходить и стала уходить в себя. Вот говорит, я хочу побыть одна, избегает разговора.
разговоров. Понятное дело, Максим в растерянности, он не понимает, что происходит, он хочет поговорить. Даша молчит, опустит глаза в пол и молчит, как бы не впускает в свою голову. Максим переживает, сильно переживает, потому что если вот оставить все как есть, она там в своей голове, ой, как много всего напридумывает, да, поэтому его вот искреннее желание как-то достучаться, поговорить, приводит к тому, что Даша почему-то еще больше закрывается. В итоге она закрывается полностью. Полностью закрывается, это значит, что от нее нет никаких эмоций, холод, да, непонятно, что у нее на уме. И в конечном счете доступ к телу закрыт. Это значит, что сексуальная жизнь в семье, можно сказать, прекратилась. И это все на фоне того, что вот внешне по быту не идеальная семья. Поводов для недовольства и вообще не должно быть. Опять же, дело в том, что в созависимых отношениях законы логики и здравого смысла не работают. Но есть логика как определенная последовательность, как этапы вот развития отношений или там отдаления. Смотрите, Даша сразу уходит куда-то, да, к подружке, в тренажерный зал. Потом она хочет побыть одна. Дальше она уходит как бы в свои мысли и в конечном итоге закрывает доступ к телу. Так вот, если отношения идут по такому предсказуемому сценарию, то, следовательно, есть точно такой же предсказуемый алгоритм, как решить эту проблему. И вот на ранней стадии эту проблему решить, относительно просто. Но ни Даша, ни Максим этого не знали. Они считали свои проблемы какими-то уникальными, особенными. И до последнего, на ранней стадии это еще возможно, они пытались сохранить видимость хорошей семьи. Но внутри все кипело, вот прямо вот напряжение росло, да. И в какой-то момент времени Максим заметил, что стал слишком напряженным, слишком беспокойным. Он ловил вот плохое настроение Даши, да, и пытался вызвать у нее улыбку. Когда Даше плохо, ему тоже плохо. Он хотел позаботиться и порадовать, но Даша почему-то не радовалась. Он дарил подарки и заботу, но не видел благодарности. Более того, почему-то от его вот этой заботы, подарков, угодливости был обратный эффект. Даша каждый день становилась все более какая-то такая недовольная, то она устала, то у нее что-то болит, что-то все не так, вот какие-то отмазки, то болит, то устала, то недовольна. И вот в этом навязчивом желании быть хорошим мужем Максим окончательно потерял себя. Он уже и забыл, когда последний раз делал что-то для себя, без оглядки на настроение Даши. И дошло до того, что Максим продумывал каждый день до мелочей. То есть начиная с того, что будем есть на завтрак, и заканчивая, куда мы поедем отдыхать. И он вообще вкладывался в отношения по максимуму. Даша даже по уборке дома особо не напрягалась, при том, что Даша не работала, да. Но вот эта забота, да, такая неумеренная, она сделала Дашу, знаете, слишком пассивной, может, отчасти ленивой, безвольной, мнительной. И дошло до того, что Даше иногда даже было сложно сходить в магазин, что-то выбрать. То есть она всегда что-то переживает, там, думает, ей страшно, что она сделала что-то не так. Максим это все видит и идет на опережение, потому что он, еще раз, основывается на логике и здравом смысле. И он верит, что тем самым он ей как бы помогает. А вот это стремление, навязчивое стремление угодить привело к тому, что вот эта забота в какой-то момент времени превратилась в контроль. Так вот, на этом этапе по-хорошему проблему еще можно решить и довольно просто. Даше достаточно сказать, что ей очень важно сделать по-своему. Но вся сложность в том, что Даша никогда не могла делать по-своему. Ей хочется, но она не умеет и боится. И все потому, что как-то в детстве всегда решали за нее, делали как лучше. У нее она боится взять на себя ответственность. Ей страшно что-то делать, потому что она уже наперед знает, что у нее ничего не получится. И Максим в очередной раз покажет, что он может это сделать лучше. А это для нее опять ее подавляют, опять ее не слышат.
она будет чувствовать себя несчастной. И Даша превращается в жертву. Она сама того не желая, как бы она не специально это все происходит, а на автомате посадила себя в золотую клетку. То есть она не готова брать на себя ответственность. И она такая мягкая и уступчивая не потому, что у нее характер такой хороший, да. Это не черта характера, это черта выживания. Смотрите, что такое черта характера, черта выживания, как-нибудь более подробно расскажу, да. Но черта выживания, когда человек, ребенок, для того, чтобы выжить, чтобы его не бросили, чтобы заслужить любовь родителей, вынужден стать или слишком мягким, или угодливым, или таким веселеньким, или послушным, или наоборот, вот кто-то может стать таким агрессивным. Но это не черта характера. Вот за этой мягкостью и уступчивостью прячется сломанное «я». И Даша точно так же, как в детстве. Вот она научилась, черта выживания, это помогло ей выжить. И сейчас она тоже как бы не живет с Максимом, она выживает, она молчит, глаза в пол опустит, да, и закрывается в себе, такая мягкая, уступчивая. Но на самом деле она бы очень хотела сделать по-своему. А Максим не понимает, зачем делать по-своему, если можно сделать хорошо. Даша обижается, молчит и надеется на то, что когда же Максим изменится. А Максиму не нужно меняться, он идеальный муж. И тогда их отношения переходят на среднюю стадию. Средняя стадия – это когда мы больше не можем закрывать глаза на очевидные вещи. То есть, если долгие годы мы можем заметать пыль под коврик, да, и делать вид, да, что, или находить какие-то оправдания, магнитные бури, характер такой, трудное детство, 5-е, 10-е, то вот на средней стадии все вот эта грязь и все это Г, которое копилось долгие годы, оно как бы вываливается все и сразу, одним дном. И вот точно так же, как вот Даша закрывалась, да, сама в себе, от нее шел холод, вот это шло по предсказуемому сценарию, точно так же на этой вот средней стадии начинаются предсказуемые обвинения. Там нет ничего оригинального. Ты сделал меня несчастным, я с тобой страдаю, ты меня подавляешь, ты меня не понимаешь, ты думаешь только о себе, я тебя не просила, и ты вообще все делаешь для себя. И вот в такой атмосфере напряжения находиться невозможно. Поэтому Максим с головой уходит в работу, чтобы как-то отвлечься и опять же заработать денег для семьи. У него нет в работе самореализации, понимаете, он никогда не жил для себя, вот поэтому он такой сильный созависимость. И внешне, я вам скажу так, что созависимый, как никто другой, достигает очень хороших успехов в работе. Вот люди, которые хотят что-то достичь не для себя, а для других, у них почему-то им это проще получается, чем когда человеку нужно для себя что-то сделать, да. И вот внешне у них очень хорошая семья, да, но несмотря на то, что хороший достаток, хорошая работа, хорошая машина, вот внутри пусто. И Максиму кажется, что это вообще все происходит не с ним. Это как будто какой-то сон. У него такой вид немножко потерянный, отрешенный. И соседи это видят, они его спрашивают, что случилось, потому что по внешнему виду это видно. На этой стадии есть два таких основных критерия. Первый – это социальная изоляция. Вот Максим и Даша, они как бы замкнулись сами в себе. То есть друзья куда-то растерялись, с родственниками разругались, но появились какие-то непонятные однодневные знакомые из интернета. А второй критерий – это когда увеличивается такая терпимость к страданиям. И для того, чтобы как-то себя утешить, человек начинает говорить: ай, переживу, все так живут, ничего страшного, да вообще мне наплевать. Хотя далеко не наплевать. И вот в этот момент, как никогда раньше, становится жалко себя. Вот жалость к себе достигает максимума. За что она со мной так? Разве она не видит, какую она мне боль и страдания причиняет? Я с ней страдаю. Самооценка падает с каждым днем. Уверенности нет. Земля уходит из-под ног. Нервы дают сбой. Настроение скачет без причин. То вчера жить не хочу, вообще вот мысли мрачные лезут. Сегодня проснулся, готов в горы свернуть только, чтобы вот что-то сделать. И надо признать, что вот на данном этапе и Максим, и Даша делают очередную попытку сделать все правильно.
Но даже после того, когда все было сделано правильно, то есть там созданы все условия, изменено поведение, все купили, все продали, сходили ко всем специалистам, психологам, астрологам, бабкам, гадалкам, сняли порчу, вот реально все сделали. Ничего не помогает. И вот тогда возникает чувство пустоты и безнадежности. Вот если на ранней стадии там тревога и замешательство, то здесь чувство на второй стадии пустоты и безнадежности, вот тупика, все. И тогда отношения переходят на позднюю, последнюю стадию. Поздняя стадия – это когда больше закрывать глаза и отрицать проблему мы не можем. Человек постоянно находится в подавленном мрачном состоянии. Тоска, депрессия, жалость к себе и, самое главное, злость. И по-другому здесь и быть не может, потому что он долгие годы не получал жизненно необходимых для себя внимания, заботы, любви и поддержки. И поэтому вот на этой стадии приходит осознание, когда ты не можешь больше даже скрывать от самого себя, что это конец, это тупик. Ты проиграл, ты вложился, ты полностью себя выложил и ничего не получил. Ты больше не контролируешь эту жизнь. Это конец. Но даже понимая весь ужас, да, вот ситуации, человек как бы продолжает вкладываться, что-то делать, заранее зная, что это никто не оценит. И чтобы хоть как-то забыться в этой ситуации, люди начинают пить, сильно пить. Кто-то пьет водку, кто-то антидепрессанты, но пытается заглушить то, что вот эту боль, которую, к сожалению, невозможно заглушить. Так вот, смотрите, если на ранней стадии, первой стадии, да, была основная эмоция – тревога, беспокойство, на второй – апатия, грусть, тоска, то вот здесь всегда злость и ненависть. Есть такой закон, даже не закон, а явление в созависимых отношениях на последней стадии. Когда мы начинаем ненавидеть человека, то с такой же силой, которая равна силе непринятой любви. Вот когда мы кого-то очень сильно любили, вот от всего сердца, а нашу любовь не приняли. И тогда человек начинает ненавидеть с такой же силой, да? И вот эта ненависть толкает на очень необдуманные поступки. Начинается слежка, контроль, ревность, прослушка, лишение родительских прав, подключаются какие-то связи, эти интимные фото в интернет, репутацию людям портит, там подстава на подставе. Вот все, что только можно придумать. Понятное дело, что добром это не заканчивается. Но, тем не менее, знаете, вот эти люди, несмотря на то, что они друг друга ненавидят, мучаются, они вместе живут. И окружающие не понимают, что их держит. Опять же, в созависимых отношениях законы логики и здравого смысла не работают. И чем вот более такие трагичные отношения, чем больше в них боли и страданий, тем сложнее их разрывать. А держит их то, знаете, такая надежда, да, или такое вот неосознанное желание переиграть ситуацию, исправить что-то, доказать, заслужить любовь. И созависимые люди, они и ищут любовь в самом неподходящем для этого месте. Они как бы изначально выбирают себе холодного, отчужденного или подавляющего партнера в надежде как-то его исправить, исцелить, силой своей любви там что-то там повлиять и тем самым получить любовь к себе от человека, который по определению вам эту любовь никогда не даст. И дело в том, что практически все мы сталкивались с разными людьми. И если человек не созависимый, он сталкивается с каким-то эмоциональным холодом, он один раз там что-то хорошее сделал, второй, третий, да, не получил никакой отдачи, он уходит из отношений. Несмотря на то, что ему плохо, обидно, но тем не менее он находит в себе силы уйти вот из этих отношений. А вот созависимые люди, они идут как бы до последнего. Вот это путь в никуда. Они не могут уйти, потому что им очень важно переиграть ситуацию. И вот это такая, знаете, иллюзия, надежда, что можно как-то исправить, а для них это очень важно, да, приводит к тому, что человек полностью разрушает себя как личность и очень сильно страдает.
Я надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спрашивать, прийти на консультацию. Я вам скажу так, что даже несмотря на то, что ситуация очень сложная, мы часто можем найти хоть какое-то решение, которое позволяет начать решать проблему.